Всем привет, это шестой урок курса «Основы программирования на языке C# и платформе .NET. И на этом уроке мы с вами разберем точку входа в приложение, а также вот этот файлик Program.cs, так как он отличается от всех остальных. Итак, поехали. Как видите, я еще даже не создал проект для текущего урока, мы с вами сделаем это вместе чуть позже. А пока предлагаю посмотреть вот на этот файлик, чем же он так примечателен. Но он примечателен тем, что мы можем писать инструкции прямо в корне этого файлика. Смотрите, если мы сравним его с другим файликом, который мы создавали на прошлом уроке, например, root.cs, то мы здесь видим namespace, внутри namespace класс, и уже только внутри класса мы можем выявлять какие-то члены и в них писать инструкции. Здесь же у нас нет ни namespace, ни класса, мы просто пишем инструкции прямо в корне. Как же это работает? На самом деле эта фича, она появилась не так уж и давно, в C# версии 9, и называется она Top Level Statements. Ее можно дословно перевести как верхнеуровневые инструкции. Ну, что на самом деле означает, что можно писать инструкции прямо в корне. До версии C# 9 это не позволялось, и C# требовал, чтобы все инструкции были внутри какого-либо типа. На самом деле, забегая вперед, могу сказать, что и текущая версия C# нативно не поддерживает эту фичу. Здесь просто происходит некая магия компилятора, который дописывает здесь кое-что для нас. И мы на самом деле увидим это к концу урока. Также еще можно отметить, что этот файлик в проекте может быть только один. Ну и чтобы нам понять лучше точку входа в приложение, а также как работает этот файлик, нам нужно создать проект в том виде, в котором он создавался до C# версии 9. И давайте это сделаем. Итак, кликаем правой кнопкой мыши на наш Solution, Add, New Project, Console App, Next. Здесь пишем Lesson 6, Next. И, внимание, здесь нам надо отметить галочку Do not use top level statements. Отмечаем ее, Create. И видим, создался наш проект, и вот этот файлик Program.cs, он отличается от прошлого файлика Program.cs, но зато он похож на все остальные файлы, которые мы создавали. Здесь мы видим наш namespace, lesson 6, помним, да, что это наш дефолтный namespace, и он по умолчанию равен имени нашего проекта. Также мы видим класс Program, имя которого совпадает с именем файла, и мы видим метод main. О методе main мы чуть подробнее поговорим позже, но смотрите, пока все равно этот файлик еще не соответствует тому виду, которым он был до C# версии 9. Давайте его приведем к этому виду. Для этого нам надо пойти в файл проекта, открываем его, и здесь мы видим опцию Implicit Using, и у нее значение Enable. Мы пишем Disable, то есть отключаем ее, сохраняем. Теперь наш проект перестанет компилироваться, и чтобы он скомпилировался, я допишу вот такую конструкцию Using System. Чуть позже я все объясню. Теперь он опять начинает компилироваться, и я даже сменю, и давайте его запустим. И как видим, все работает, наш Hello World на консоли. Теперь давайте подробнее разберем наш метод main. Зачем же он нужен? На самом деле это есть наша точка входа. А что такое точка входа? Точка входа – это откуда начинает выполняться ваша программа. Вот эта инструкция, да, на 9 строке, она на самом деле и выполнится первой в нашей программе. Помните, как на первом уроке я вам рассказывал, как CLR, Common Language Runtime, начинает выполнять наше приложение. На самом деле она грузит нашу сборку в память, а потом ищет точку входа. И вот как же она ее ищет? На самом деле есть соглашение, что точка входа – это статический метод с именем main. Вот static – это значит, что он статический. Мы пока не будем это подробно рассматривать. У нас будет отдельный урок по модификатору static. И вот так он называется main. На самом деле сигнатура, да, она может немного отличаться. Помню, что такое сигнатура. Это вот это определение метода, его первая строка без тела. То есть, что он возвращает, его имя и какие параметры он принимает. И вместо void он, например, может вернуть int. А void это ничего не возвращает, а int это целое число. И мы можем, например, вернуть 0. На самом деле существует еще одно соглашение, что если ваша программа возвращает 0, значит она отработала корректно. А если любое число отличное от нуля, значит в ней была какая-то ошибка. Но на самом деле чаще всего используют void. И я верну обратно. Также можно опустить, например, вот этот параметр string args, если он вам не нужен. И тем не менее это все еще будет работать. Вот я, например, запускаю. И вот он, наш Hello World на консоли. Все у нас работает. Давайте я верну обратно. Но если я напишу main с маленькой буквы, то это уже работать не будет. Смотрите, build. И мы видим ошибку компиляции program does not contain a static main method. То есть компилятор уже не может найти точку входа. И из этого мы можем сделать очень важный вывод. Язык C# регистрозависимый. То есть метод main с большой буквы и метод main с маленькой буквы. Это не одно и то же. Это совершенно два разных метода. И на самом деле это относится ко всему в C#. Например, к namespace, к классам, и даже ключевым словам. Да? То есть если я напишу класс с большой буквы, то компилятор вообще не поймет, что я ему тут написал.
Также еще стоит упомянуть, что есть конвенции именования, то есть namespace, классы, методы, они должны именоваться с большой буквы, и это так называемый Паскаль кейс. Вот, например, метод WriteLine, то есть он с большой буквы начинается, и каждое следующее слово тоже начинается с большой буквы. А, например, параметры методов, вот, например, args или переменные, они должны, наоборот, начинаться с маленькой буквы. И это так называемый camel кейс. Но это, на самом деле, всего лишь конвенции, как я уже упомянул. И компилятору, в принципе, все равно, с какой буквы вы ему напишете. Вот давайте вернем нашу точку входа на верную, и я напишу программ с маленькой буквы. И сейчас у нас все запустится. То есть компилятору все равно, да, он съел и маленькую букву. Но на самом деле эти правила лучше соблюдать, лучше им следовать, и на практике вы именно такие именования увидите. И даже, смотрите, сработал наш анализатор Naming Rule Violation. Помните, я вам рассказывал про анализатор на 4 уроке? И он как раз говорит, these words must begin with uppercase. Он говорит, что классы должны начинаться с большой буквы. Поэтому имейте это в виду. Давайте теперь еще немного поэкспериментируем. Например, уберем ключевое слово static. Опять я делаю build, и опять та же ошибка. То есть точка входа обязательно должна быть статической. Но может быть и другая ситуация. Смотрите, я делаю вот так, переименовываю класс в program 2, делаю build, и теперь у компилятора другая проблема. Он нам говорит, program has more than one entry point. То есть потенциально у нас есть две точки входа, и он не знает, какую из них выбрать. И из этого мы можем сделать еще один вывод. Имя класса не важно. То есть компилятор или CVR, когда они ищут точку входа, они ищут именно статический метод main. Неважно, в каком классе он лежит и как он называется. Видите? Я даже могу удалить вот этот дубликат, оставить здесь program 2, и сейчас у нас все запустится. Да, все работает. Что еще можно сказать? Помните, мы в 4 уроке создавали такой тип проекта библиотека классов, и он у нас не запускался, потому что это незапускаемый тип проекта. А почему? Потому что у него просто нет точки входа. На самом деле, чтобы вам превратить библиотеку классов, например, в консольное приложение, в запускаемое, да, вам надо сделать всего две вещи. Это пойти в Project.cs файлик, и там указать output type exe, и также добавить точку входа. Ну, еще что можно упомянуть, что теоретически мы можем переопределить точку входа, то есть поменять ей имя. Как это можно сделать? Ну, либо через файл проекта, либо можно указать специальную опцию компилятора, какой же метод у вас будет точкой входа. Но на практике так никто не делает, и все полагаются на вот этот статический метод main согласно конвенции. Теперь у вас мог возникнуть вопрос, но у нас в прошлом проекте, на прошлом уроке в файлике program.cs не было никакого метода main, да, не было точки входа. Как же это работало? На самом деле краткий ответ пока такой, то есть если вы используете top-level statements, то это и будет вашей точкой входа, и вы поймете почему к концу урока. И также вы уже можете понять, почему у нас вот этот файлик может быть только один в проекте, потому что точка входа, она в проекте может быть только одна. Это я закрою, это нам не нужно. Давайте теперь разберем вот этот using system, да? Что же это такое? Возможно, вы уже догадались. Я вам на прошлом уроке говорил, что компилятору нужно полное имя типа. И у него должна быть возможность как-то полное имя типа собрать. А полное имя типа класса console, да, это system console. И вот это и есть наш system. И как мы помним, system – это namespace. То есть с помощью ключевого слова using мы можем объявить namespace, которые мы хотим в этом файле использовать. И это может быть не один namespace, а много. Вот смотрите, я могу взять и объявить еще system, например, data. Единственное, он подсвечивается серым, потому что мы его здесь не используем. Но, тем не менее, их может быть здесь сколько угодно. Смотрите, если я это закомментирую, и это я вообще могу удалить, да, это было для примера, то теперь компилятор не может найти этот тип. Но мы можем ему подсказать, да, мы можем дописать полное имя типа прямо здесь, прямо в строке. И теперь компилятор доволен, но недовольны мы. Почему? Потому что наша программа стала более громоздкой. И это еще не самый плохой пример, да, смотрите, если я пойду в библиотеку классов, и смотрите, какой длины могут быть namespace. На самом деле тут имена библиотек, но namespace внутри, они такие же. Если мы будем писать вот эти громадные namespace перед каждым именем типа, то наша программа очень быстро станет нечитаемой. И поэтому придумали вот эту фичу, что можно просто вверху объявить namespace, которые нам нужны в этом файлике, а компилятор уже сам подставит и соберет из них полное имя типа. Теперь у вас, возможно, возник другой вопрос. Помним, что на прошлом уроке, да, в файлике program.cs у нас здесь не было ни using system, ни перед console мы system не дописывали, и тем не менее все как-то работает.
Как же это работает? На самом деле мы подошли к другой фиче C-Sharp, она появилась в C-Sharp версии 10, и называется она Global Usings. То есть в какой-то момент разработчики подумали, ну вот эти namespace, они настолько популярны, System, System-текст, еще некоторые, что в каждом файлике проекта практически приходится их писать. То есть у вас в каждом файлике проекта в первых 2-3 строках будут вот эти namespace. И они подумали, давайте их в одном месте напишем где-нибудь глобально, да, и пусть они подключаются к каждому файлику проекта сами. И так и сделали. И вот назвали эту фичу Global Using. Как же она работает? Мы можем в нашем проекте создать файлик и назвать его Global Usings. На самом деле, смотрите, неважно, как он называется. И даже вы можете объявить эти Global Usings, например, в файле программ, или даже в нескольких файлах, они у вас могут быть раскиданы. Компилятор все равно все соберет вместе и будет их использовать. Но, конечно, на практике лучше все в одном месте объявить и назвать понятным названием. И это называют обычно Global Usings. Создаем. И здесь нам это ничего не нужно. Мы оставим только System. Но допишем сюда еще ключевое слово global. Все. И теперь смотрите, вот то, что я здесь написал, вот этот using, вот этот namespace, да, он будет подставляться в каждый файл моего проекта. Неважно, это новый файл или уже существующий, компилятор подставит как бы за кулисами в каждый файл. И мы уже сейчас, вот если это я могу закрыть, вот сюда видим, что теперь у нас вот этот using system подсветился серым цветом, то есть нам компилятор говорит, что он нам больше не нужен. Мы можем его закомментировать. И тем не менее, смотрите, у нас все работает и все запускается. Потому что компилятор как раз взял вот этот using отсюда. И смотрите, я вам покажу, если я здесь закомментирую, то сейчас мы как раз получим ошибку компиляции. Вот она, подсветилась красным. Но смотрите, наш вопрос еще не снят, потому что помним, что на прошлом уроке, в прошлом проекте, да, у нас не было никаких global юзингов, и тем не менее все как-то работало. Как же так? На самом деле это еще одна фича C-Sharp, тоже из версии 10, и она появилась вместе с global юзингами, называется implicit usings, то есть неявные юзинги. Разработчики на самом деле пошли еще дальше, они подумали, ну хорошо, мы это в одно место упаковали, но тем не менее нам все равно придется в каждом проекте создавать вот этот файлик global usings и туда вот эти namespace помещать, потому что они используются всегда. Давайте вот эти самые-самые популярные namespace вообще подключать неявно. То есть проект создали, и как бы они ко всем файлам сразу подключены. Да, мы их здесь не видим, но за кулисами компилятор знает, откуда их взять. И, в принципе, так и сделали, да, и это как раз то, что я отключил в самом начале, помните? И чтобы нам это обратно включить, нам надо пойти в файл проекта. Вот смотрите, у нас сейчас не билдится, мы идем в файл проекта и видим здесь директиву, да, опцию implicit usings, и я вот ее отключил, но сейчас я ее обратно включу. Идем сюда, и теперь будет магия, и у нас все работает. Я запускаю. И все работает. И на самом деле то же самое у нас было и в прошлом уроке. Да, если мы посмотрим на Lesson 5, вот они наши implicit using, и они включены. И, собственно, поэтому это и работало. Но на самом деле, если пойти чуть дальше, то вот эти implicit using это те же самые global using. Просто мы их здесь не видим, они сгенерированы компилятором. И он нам их не показывает, но мы можем их найти. Давайте перейдем в файловую систему, да, где лежит наш проект. И помните, я вам рассказывал про папочку Option на втором уроке, что это такая системная папка .NET, куда он кладет какие-то нужные ему файлики, в том числе сгенерированные. И вот именно там эти global юзинги, вернее implicit юзинги, да, и лежат. Вот если мы отсортируем по типу, вот они, Lesson 6, global usings GCS. G значит сгенерированный. И я могу открыть это в нотпаде. И вот они, и вот auto-generated, да, то есть автосгенерировано. И вот как раз мы видим полный список этих implicit юзингов, которые подключаются неявно, если вот эта директива implicit usings включена. И на самом деле, во-первых, это нам не запрещает объявлять свои global юзинги вот через файлик, как мы это делали, да, потому что компилятор все в итоге соберет вместе и будет их использовать. А во-вторых, мы можем добавить сюда свои юзинги. И я вам сейчас покажу, как это сделать. Идем обратно, идем в Properties, в проекте, да, в файлике проекта. И здесь есть слева Global Usings. И вот они, наши implicit юзинги, да, я их не могу не удалить, ничего. И они, если включены, то они туда будут добавляться. Но я могу добавить свой. И добавим наш любимый System Data. Я нажимаю Add Using. И смотрите, давайте посмотрим, как это выглядит в текстовой версии файлика проекта. Вот появился item group, то есть просто список. И тут наш юзинг. И тут может быть их сколько угодно, на самом деле неважно. Из BCL или наши собственные. Они все туда добавятся. И теперь делаем build. И идем обратно в наш файлик. И вот мне Notepad говорит, что
он изменился, да, я нажимаю Yes, и вот появился наш System Data. То есть все у нас отработало. Ну и на самом деле это второй способ, как можно добавлять global юзинги в проект, да. И вы можете спросить, какой из них предпочтительный? Ну, я бы сказал первый, когда вот мы добавляли это отдельным файликом. Почему? Ну, потому что он более явный. То есть, вот вы, например, заходите даже в чужой проект, обычно этот файлик кладут в корень, вы сразу его видите и сразу понимаете, ага, у меня подключены какие-то global юзинги, кликайте на этот файлик и видите все подключенные. А если же это подключено через файл проекта и попадает вот сюда, то это уже не так явно. То есть файл проекта так часто не открывается. До какого-то времени вы вообще можете не знать, подключены ли у вас global юзинги, и если подключены, то какие. Поэтому я предпочитаю первый вариант, но это больше дело вкуса. Ну и теперь давайте развеем последнюю магию с тем файликом Program.cs из прошлого урока. Что же все-таки здесь за нас дописывает компилятор, да, и как же это работает? На самом деле, смотрите, есть такой ресурс sharplab.io. Я вот его здесь подготовил, я ссылку оставлю в описании. Что он делает? Он умеет преобразовывать высокоуровневый C# код в низкоуровневый C# код. Что это значит? Многие фичи, особенно в последнее время, в C# добавляются хитрым образом. Вы пишете какой-то высокоуровневый код, вот, например, как top-level statements, да, еще есть некоторые другие. А за кулисами компилятор преобразует этот код в C# предыдущих версий. И смотрите, я вам сейчас покажу, как это работает. Мы просто берем, копируем вот эту строку и вставляем sharplab.io. Да, то есть нам только оставить нужно using systems, потому что он не поддерживает implicit юзинги. Итак, вставляем. И смотрите, что на самом деле за кулисами делает компилятор. Во-первых, мы видим атрибут compiler generated, то есть сгенерированный компилятором. И здесь мы видим все тот же наш класс program. А также внутри у него наш метод main, да, то есть наша точка входа. Да, название чуть другое, специально изменили под top-level statements, но тем не менее это и есть наш метод main. Более того, он принимает параметр args, да, мы на следующем уроке посмотрим, что это такое. Хотя вот здесь его нету, да, вот здесь, если мы посмотрим, вот он явно здесь есть, а здесь его нету, но тем не менее он доступен. Смотрите, я могу сделать по нему for each, и у меня все компилируется. То есть вот такая вот магия. И наша инструкция, на самом деле, она не написана в корне, она написана, как и требует C# внутри типа, да, внутри метода этого типа. Что еще здесь можно упомянуть? Ну, смотрите, здесь нет namespace, да, то есть вы на самом деле тоже так можете делать. То есть вы теоретически можете класть типы, например, классы в корень файла без namespace. И на самом деле существует так называемый глобальный неявный namespace, туда вот эти типы тогда и поместятся. Но так делать не рекомендуется, не я это даже не рекомендую, а Microsoft, да, потому что это чревато разными проблемами, конфликтами имен и так далее. То есть свои типы всегда кладите как минимум в дефолтный namespace. Но компилятор здесь вот так делает, ну потому что это автосгенерированный файл, да, и мы все равно к этому классу не будем обращаться из нашего кода, и здесь это не так страшно. Ну еще что тут можно отметить, что метод main, да, вот эту точку входа, если мы используем top-level statements, ее вообще никак нельзя переопределить, если вы даже захотите по какой-то причине и объявите свой метод main, подходящий под точку входа, то он не станет точкой входа, да, и компилятор даже вас предупредит, он скажет, что вы, судя по всему, пытаетесь переопределить не этот main, да, но если вы используете top-level statements, то сделать у вас этого не получится. Ну и это все, что я хотел рассказать на этом уроке. Для этого урока я уже подготовил конкретное домашнее задание. Давайте посмотрим, как получить к нему доступ. Я создал отдельный проект на GitHub. Да, я все-таки решил для домашних заданий создать отдельное решение, но структура там будет точно такая же. То есть под каждый урок отдельный проект. И у вас на самом деле есть два варианта, то есть вот эту ссылку я оставлю в описании. Вы можете либо просто загрузить архив и все его распаковать, и там будет решение. Но это не очень удобно, потому что вам же надо будет подтягивать, когда будут новые уроки выходить, изменения, да, и вам придется каждый раз грузить этот архив. Можно пойти другим путем, можно склонировать этот репозиторий себе. Давайте посмотрим, как это сделать. Вот убедитесь, что здесь HTTPS, да, копируем, открываем еще одну копию Visual Studio. И здесь мы как раз используем вот это меню клона репозиторий. Вставляем вот сюда. Здесь вы можете сменить путь, я его менять не буду. Нажимаем клон. В принципе, все. Сейчас подгрузится наше решение. Вот оно уже подгрузилось. И мы здесь видим
Вот они. Вот я на самом деле даже 2 проекта создал под текущий урок 6.1 и 6.2. И смотрите, когда вам нужно будет подтянуть изменения с GitHub, когда я выпущу, например, новый урок, вы просто идете сюда Git Changes. Если у вас, например, здесь его нет, то идете во View, Git Changes. И здесь вот эта стрелочка. У вас, возможно, здесь появится такое желтое или красное, я не помню, окошко, что вам нужно установить имя или e-mail, но вы можете его просто закрыть, потому что это для коммитов, а вы будете только на чтение. И вот эта стрелочка Pull. Нажимаете просто на нее. Ну, сейчас у нас изменений не было, и он просто затянет последние изменения, и у вас появятся тут новые проекты. Теперь давайте посмотрим, что я вам подготовил. То есть первый вот 6.1. Я написал такую вот простейшую консольку, да, и тут 3 задания. Приложение не компилируется, не запускается, то есть надо исправить ошибки. Вот у нас красным тут подчеркнуто, и оно запускаться не будет. Нарушены некоторые конвенции именования, то есть что в именах проблемы, я вам об этом рассказывал, тоже и надо исправить. И для закрепления namespace измените дефолтный namespace, чтобы все последующие типы, да, они создавались вот в namespace lesson 6. Это первый. И второй, я здесь создал библиотеку классов, помните, как на 4 уроке. И вот задание: превратить библиотеку классов в запускаемое консольное приложение. В принципе, по домашним заданиям на этом все. А на следующем уроке мы с вами рассмотрим более подробно вот тот аргумент args, который принимает точка входа, посмотрим, что же в него можно передать. И также еще дебаггер, потому что он будет нам нужен на следующих уроках. Ну и если вам понравился урок, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также вы можете получить доступ к коду уроков, к ответам на домашнее задание, также к телеграм-каналу по подписке на Boosty. Ну а у меня на этом все. И всем пока, и жду вас на следующем уроке.